Сегодня сериал «Мой мистер», «Мой Аджуси», «Мой дяденька», 2018 год. Автор сценария Пак Хи Йон, женщина. Режиссер Ким Вон Сок. В главных ролях Ли Сон Гюн и Ли Джи Ин. Посмотрела я этот сериал, конечно же, под впечатлением трагического события, а именно самоубийства Ли Сон Гюна. Я просто потрясена, как сценарные события пятилетней давности похожи на реальность сегодняшней трагедии. Я сказала ранее, что не являюсь поклонницей актера, беру свои слова обратно. Сюжет пересказывать не буду, вроде ничего нового. Карьеризм или его отсутствие, как жестокое детство формирует личность, кровные семейные узы, супружеская измена как предательство, человеческие отношения, безответная любовь, преданность, материнская любовь, друзья детства, взаимоотношения на работе, гнуснейший шантаж, чтобы заработать, репутация, людская подлость. Может, я что-то упустила. Когда я смотрела сериал, меня не покидало чувство, откуда авторы знают, как они залезли ко мне в душу, как заставили переживать, мучиться, плакать, сожалеть, сочувствовать, понимать. Вот внучка за неимением денег забирает бабушку из пансионата и перевозит к себе в жалкую лачугу, волочит матрас туда-сюда, и видно, что ей очень тяжело, хрупкой девчонке. А что делать? Не выбросишь же ее на улицу. И она совершает подлости одна за другой, чтобы заработать. В подростковом возрасте она зарезала человека, который периодически всех избивал, в том числе и ее бабушку, за что и расплачивалась. Сын убитого мучил и шантажировал ее. Жена-адвокат изменяет мужу, и главное, с кем? С человеком, которого муж презирает. Они вместе учились когда-то. Конечно же, муж узнает об этом в последнюю очередь, но не говорит, мучается, буквально умирает, но щадит ее. Но когда все-таки все становится явным, он произносит монолог, пропитанный такой болью и страданием, и кровью, и непониманием, за что и почему. «Ты же мама Джисока», это имя сына. Как ты могла так поступить с его отцом? Как ты сделала это? Ты решила, что я мертв, что я могу умереть. Ты решила, что ты так можешь поступить со мной. Так ты сказала, что я ничего не стою. Я стирал белье, я готовил, убирал, жалея тебя, зная, что ты занята. Но почему именно с ним? А у нее жалкие оправдания. У тебя на первом месте твоя семья. А я на каком месте? Ох уж это распределение мест. Ты купил 9-местную машину, а наша семья состоит из 3 человек. Сегодня ты жена, завтра ты никто, ты просто чужой человек. Она собиралась разводиться с ним, а семья никогда не разведется с ним. Мама и братья были настолько близки, как он может отказаться от них? Он знает их всю свою жизнь. Жена должна принять это и стать частью этой семьи, иначе развод неминуем. Семья не предаст, а жена сделает это на раз. У 2 братьев главного героя кризис. У старшего был бизнес, он разорился, жена бросила его, но не перестала общаться с семьей. Он любит выпить. Младший был успешным режиссером, но обладал скверным характером, что-то не заладилось. В конце концов, они затевают бизнес по уборке подъездов. Конечно, их самолюбие уязвлено. Не могу не упомянуть эпизод, когда старший вдруг устраняется от уборки и спустя какое-то время объясняет причину такого поведения. Он подметал и не увидел жильца, который поднимался по лестнице. Тот был нетрезв и устроил скандал. Дескать, он после бани, а тут пыль подняли. Когда пристыженный брат протягивает руку в перчатке, пытаясь стряхнуть эту невидимую пыль, жилец приходит в ярость. Но самое ужасное это то, что, спускаясь по лестнице, он увидел сумку с обедом от мамы, которая стала свидетелем всей этой сцены, и чтобы не ставить сына в неловкое положение, молча ушла. Брат плакал. Он готов был снести это унижение, но чувство матери, которая и так сетовала, что она выучила их, дала приличное образование, а они зарабатывают на уборке. И тогда главный герой пошел к этому обидчику и заставил его путем угроз и шантажа пойти в дом к матери и извиниться перед братьями, что он и сделал. Вот такая забота и любовь была между ними. А когда младший брат, шутя, спросил жену, брата, ну не изменила же ты ему? И, не получив отрицательного ответа, умолял ее сказать, ну скажи, что нет. Снова и снова он говорил, скажи, что это не так. Было ощущение, что он испытывает ту же боль, что и брат. Главная героиня, девушка, поставила прослушку на телефон главного героя и постепенно влюбилась в него.
Она говорила, что ненавидит добрых людей, не верит им, что люди совершают добрые дела не больше 4 раз. А главный герой все совершал и совершал, и это не было обманом, потому что он не знал о прослушке. Она знала все его мысли, всю боль и страдания. Она слышала его дыхание, она полюбила звук его шагов, и как она не пыталась его соблазнить, у нее ничего не получалось. И он ей сказал: «Я хочу через много лет встретиться с тобой и не прятать глаз, а улыбнуться и смотреть прямо в глаза», что и произошло в финале. Когда в финале умирает бабушка главного героя, все расходы по организации похорон берет на себя старший брат. И главный герой говорит ему, что возместит ему все расходы, на что тот отвечает: «Не надо. Впервые я чувствую себя так хорошо, я уважаю себя и готов сам себя обнять». Это говорит человек, который прятал деньги от брата-компаньона и хотел заныкать часть денег от гостей со свадьбы дочери. В итоге главная героиня в бегах, а главный герой вместе с женой принимают решение рассказать всю правду, даже если она уничтожит их репутацию и карьеру. Он уходит из компании, открывает свой бизнес, забирает подчиненных коллег, которые его уважают и любят. Может быть, не соблюдают традиционных формальностей во взаимоотношениях шеф-подчиненный, но столько теплоты и преданности в этих отношениях. Ну вот, называется, не буду пересказывать сюжет. Не знаю, может, на мои восторженные впечатления оказала влияние трагедия, случившаяся с главным актером. Но всем рекомендую. Какая-то печаль и просветление находят на тебя. Очень жаль хорошего актера, да и просто человека. Я не знаю всех подробностей, но в фильме Ли Сон Гюн так болезненно и точно передал все сомнения и неуверенность порядочного человека, что ты уверен, что таким он был и в жизни. На сегодня все. Всем пока.